Блестящие боевые навыки Икты затмевала только его ненависть к конфликтам, ведь он предпочитал планировать, а не действовать. Вскоре он отправляется вместе со своим давним другом Яришина Иксумом на остров, чтобы сдать экзамен на офицера высокого ранга. В отличие от Икты, Йори – девушка с суровым выражением лица, всегда готовая ринуться в бой. Когда они поднимаются на борт корабля, то встречают своих бывших товарищей – толстяка по имени Мэтью, красавца-снайпера по имени Тарвей Ремиан и милую девушку-медика по имени Харома. Икта, будучи полным разгильдяем, начинает флиртовать с Харомой, пока та пытается с ним подружиться. Вскоре после отплытия на море обрушивается шторм, и корабль едва не превращается в Титаник. Они выбегают на палубу и спускают спасательные шлюпки, но не успевают спастись, как в море падает глупая девчонка, а Икта, не теряя времени, прыгает в воду, чтобы спасти ее. Через несколько часов они оказываются на незнакомом острове вместе с той же самой идиоткой, которая приходит в себя. Йори понимает, что она третья принцесса королевства. Вскоре принцесса приходит в себя и благодарит их за спасение. Тем временем Икта и Тарвей исследуют незнакомый остров, удивляясь, как принцесса оказалась на их корабле. Но Икта, любитель халявы, не хочет вмешиваться в королевские дела и советует Тарвею сосредоточиться на поиске еды. Продолжая поиски, они натыкаются на отряд, расположившийся на дальнем конце острова, и понимают, что случайно оказались на вражеской территории. Они сообщают об этом остальным и сразу же возвращаются назад, обдумывая варианты. Они могут сдаться в плен каяканской армии или попытаться пересечь границу и вернуться в свою империю. Мэтью, жирный ублюдок, сразу же готов сдаться, но Тора напоминает ему, что враги могут использовать их как дипломатических заложников. Высокомерная принцесса заявляет, что никогда не позволит взять себя в плен и настаивает на том, чтобы пересечь границу. Но Икта, который слишком устал, чтобы спорить с этой капризной сучкой, велит ей заткнуться и идти на кухню, где ей самое место. Йори, конечно, та еще стерва, отталкивает Икту и извиняется перед принцами. Икта раздраженно выходит из пещеры, а Йори спрашивает, почему он так нервничает. Икта называет принцессу избалованной девчонкой, но Йори напоминает ему, что она еще слишком молода, чтобы вести себя как взрослая, и не стоит так строго с ней обращаться. После ужина все занимаются своими делами, а принцесса присоединяется к Икте, чтобы повесить гамак. Но как только принцесса ложится в него, она замечает воздушный корабль Киока, который осматривает остров, и Икта быстро поднимает ее и прячет за деревом. Вскоре все собираются в пещере и ложатся спать, но посреди ночи принцесса убегает, и все в тревоге выбегают из пещеры, чтобы найти ее. Оказывается, принцессу схватили солдаты вражеского королевства, поэтому Икта придумал план, как обмануть их. Он сказал, что сбежал из своей жестокой страны и хочет найти убежище у своей матери в республике Киока. Тупые солдаты поверили ему и попросили отвезти их в пещеру. Довольный тем, что они идиоты, Икта приказал своим товарищам напасть на них, и им удалось убить всех солдат, кроме одного, который был тяжело ранен. Они пообещали сохранить ему жизнь, если он ответит на их вопросы, и вскоре узнали важные детали о королевстве и его патрулях. Но прежде чем они успели оказать ему помощь, солдат умер. Они забрали принцессу с собой, и по дороге она решила покончить с собой, увидев разрушение, которое она причинила. Но Икта спокойно убедил ее, хотя в глубине души винил себя в пролитой крови. На следующий день Икта украл летательный аппарат у патруля, планируя использовать его как приманку, чтобы сбежать с острова. Они переоделись в солдат Киокана и обманули военного начальника, сказав, что кто-то украл аппарат и направляется к восточным границам. Увидев это, начальник побледнел от беспокойства и спросил, что хочет вор. Икта ответил, что вор хочет, чтобы его семью вернули в королевство в обмен на аппарат. Через несколько дней их отправили обратно в королевство, где товарищи принцессы тепло встретили их во дворце. Через месяц они получили ужасную новость о том, что восточная часть королевства захвачена, а генерал принцессы Хазафрин погиб в бою. Икта уже предупреждал генерала, что пора заканчивать эту несправедливую войну, но тот не прислушался к его совету, и теперь после его смерти. Икта уверен, что каждый герой погибает от переутомления. На следующий день их вызывает император Крыса, который дарует им титул рыцарей за спасение его дочери. Пока их ведут на торжество, Икта набрасывается на принцессу, обвиняя ее в том, что она разрушила его жизнь, присвоив им титул рыцарей, которые не могут ослушаться приказов императора. Принцесса соглашается, что их используют в политических целях, чтобы успокоить народ королевства, опустошенного смертью генерала Рикона. Принцесса-идиотка начинает рассказывать все, что знает о семье Икты, как одержимая. Отец Икты был великим военным генералом,
который умер в тюрьме за неповиновение императору. Его учитель ученый, который нашел убежище в республике Кьёкон, но когда она начинает говорить о матери Икты, тот бросается на нее, угрожая свернуть ей шею, если она скажет еще хоть слово. Они думают, что им нужно угнать корабль и сыграть в море завоеваний в реальной жизни, чтобы выбраться из этой ситуации. В конце концов, что может быть более захватывающим и авантюрным, чем плавание по морям со своей командой и многочисленные приключения в поисках богатства и славы? Если вы тоже не можете придумать ничего, что могло бы сравниться с радостью быть повелителем морей, отправляйтесь в эпическое путешествие, чтобы стать королем пиратов в море завоеваний. Постройте свой впечатляющий корабль, наймите талантливых членов команды и приготовьтесь сразиться с морскими чудовищами и пиратами-соперниками в Дьявольском море, чтобы заполучить несметные сокровища. Окунитесь в завораживающую графику и захватывающий сюжет. А еще в игре есть разные забавные режимы и множество интересных мест для исследования. Скорее скачивай игру и начинай петь морские песни, потому что пришло время жить пиратской жизнью, о которой мечтает каждый парень. Скачайте Sea of Conquest прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране, чтобы начать свое захватывающее морское путешествие уже сегодня. Но это еще не все. Вселенная Стивена Конквеста стала еще больше благодаря новому комиксу, в котором рассказывается о проклятой дружбе, страшных монстрах и жестокой и безумной ведьме. Хотите узнать, что происходит в комиксе и кто получит сокровища? Перейдите по ссылке в описании и узнайте сами. После получения имперских значков Итори сидит рядом с Иктой, который с грустью говорит, что этот день худший в его жизни, как и тот день, когда он потерял мать. Потому что сегодня он стал тем, кого ненавидит больше всего. Солдатом, дворянином и героем. Через несколько дней они поступают в высшую офицерскую школу Катарварнской империи, где начальник школы представляет их как имперских рыцарей, спасших принцессу из королевства Кьёкон. Он также сообщает всем, что 12-летняя принцесса Чемиль тоже поступила в школу, поэтому они должны брать с нее пример и усердно учиться. Однако Икта, самый незаинтересованный из них, зевает и выглядит так, будто вот-вот упадет замертво. Скоро начнется интенсивная военная подготовка, и они все бегают кругами, чтобы укрепить мышцы. Но Икта безнадежен, он все время приходит последним, проклиная свою судьбу, которая заставила его попасть в этот ужасный тренировочный лагерь. Строгий тренер постоянно называет его придурком, которому нужно собрать вещи и вернуться домой в Игду. Это определенно не звучит как хорошая идея. Позже пятеро отдыхают под деревом, но Торвей портит им настроение, напоминая, что у них еще тренировка с арбалетами, лекции и марафон. И только после этого они закончат этот день. Внезапно к ним подходит группа хулиганов во главе с парнем, который очень похож на футболиста. Хулиганы бросают в их суп жуткое существо, похожее на сороконожку, и говорят, что они приготовили его специально, чтобы дать им энергию. Все четверо пугаются, но Икта хватает камень, разбивает голову сороконожки и уверенно проглатывает ее, пока все смотрят на него с открытыми ртами. После этого он небрежно объясняет им, что они всегда должны разбивать голову сороконожки, прежде чем съесть ее. Чтобы не испугаться и не отравиться, хулиганы нервно уходят. Тори заявляет, что эти неудачники не знали, что Икта – последний человек на планете, которого могут напугать насекомые. Мэтью с набитым ртом бормочет, что лучший способ справиться с такими типами – это игнорировать их, потому что самые маленькие собаки лают громче всех. И Икта и Тори синхронно дразнят его, говоря, что это особенно верно в случае с Мэтью. Вскоре они в классе готовятся к лекции по тактике, а Икта дремлет на последней парте. Внезапно к нему подходит принцесса Чумил и спрашивает, можно ли ей сесть рядом с ним, а Икта снова начинает умничать, говоря, что ни стол, ни стул не принадлежат ему. Так что принцесса может делать все, что захочет. Вскоре в класс заходит профессор и начинает лекцию, но вместо того, чтобы слушать, Чемил пишет записку сонному Икте, спрашивая, нравится ли ему здесь. Икта отвечает, что ненавидит это место, потому что не может вздремнуть или привести сюда девушку. Чемил краснеет и спрашивает, неужели девушке это все, о чем он думает. Он отвечает, что она слишком молода, чтобы говорить об этом. Вдруг профессор вызывает Чемил и просит продолжить чтение, но принцесса не знает, на какой странице остановилась, потому что была занята болтовней с Иктой. К счастью, Икта спасает ее от неловкой ситуации, называя точную страницу, с которой нужно читать. Затем профессор просит Икту объяснить, почему битва при Апулии была исторически значимой. И Икта начинает рассказывать как профессионал со всеми подробностями, стратегией и всем, что сделало эту битву важной, явно впечатляя профессора и одноклассников. С другой стороны, Мэтью и Тори тренируются в меткой стрельбе, и Мэтью хвалит его, говоря, что если он продолжит в том же духе, то сможет легко подстрелить военного командира во время битвы. Внезапно их останавливает группа старшекурсников, которые похожи на наркоторговцев. У двоих из них зеленые волосы, как у Торви, и оказывается, что это старшие братья Торви, Сюриал, Рамиан и Сушримиан. Они шутят с Торви, здороваются и сообщают, что только что вернулись из северной гарнизонной крепости. Сарис Хазлек подходит к Мэтью и с ухмылкой спрашивает, вел ли себя его брат как трус, пока они были на острове, и Мэтью отвечает, что нет. Старший Ривиан насмехается над Тори, говоря, что тот хорош только в стрельбе издалека,
потому что боится подойти к врагу, как чертов слабак, и что он наверняка бросит своих товарищей, если увидит опасность. Тори больше не может слушать его мерзкие обвинения, поэтому кричит, что никогда не убежит. Но его старший брат приходит в ярость, потому что Тори перебил его и начинает издеваться над ним, пока испуганный Тори опускает голову. Вскоре они слышат знакомый голос, и это никто иной, как Икта, чей спокойный сон прервали крики братьев. С дерзким языком и саркастическим поведением он говорит, что ему противно смотреть на мерзкую рожу старшего, и он хочет, чтобы она взорвалась. И не проявляет милосердия к таким садистам, как он. Сказав это, он бросает мерзкую сороконожку на лицо Сарис Хозлига и спрыгивает на землю, а старший Ривиан продолжает кричать от страха. Другой брат Ривиана бьет Икту в живот, а Тори и Мэтью бегут к нему на помощь, но их останавливает Сара Хасла, которая насмехается над Тори за то, что он слишком слаб, чтобы защитить своего друга. Икта смеется и говорит, что не только Сара садист, но и идиот. Услышав это, Сара приходит в ярость и начинает пинать Икту, но Икта не затыкается. Он заявляет, что такое невоспитанное создание, как Сарасал, может ударить кого угодно, когда ему вздумается, но солдат нападает, когда пришло время нападать. И по его словам, он говорит все, что хочет и когда хочет. Сказав это, он встает и уходит, попросив Йори и принцессу Чумил, которые наблюдали за происходящим, разобраться с ситуацией. Они все застывают на месте, когда видят, что принцесса Чумил беспокоится, что их могут посадить в тюрьму. Но Йори подходит и придумывает полуправдивую историю, говоря принцессе, что Икта попросил старшекурсников сразиться с ним. Правило устанавливает сам Икта, и они включают в себя 5 раундов, и если один из них проигрывает, то другой может сразу же атаковать. А Тори смышленно заявляет, что раз Икта уже сбит с ног, она займет его место, и они продолжат бой. Старшекурсники ошеломлены этим предложением, и прежде чем они успевают отреагировать, Йори хватает одного из задир за руку и сбивает его с ног одним ударом. Она точно так же сбивает с ног еще двоих, пока не остаются только братья старшего Ремиона, но старший из них останавливает остальных, и они уходят. Через некоторое время Икта получает лечение от ран, полученных из-за того, что он был слишком самоуверен с первокурсниками. Тори чувствует себя виноватым, потому что его братья устроили беспорядок, но Икта уверяет его, что это не его вина, потому что это он разозлился и начал драку, когда его спокойный сон был прерван их бесконечной болтовней. Вскоре он спрашивает Торвея, знает ли он, что такое война на истощение. И Торвей нерешительно отвечает, что это война, которая ведется, чтобы избежать главного сражения и выиграть время для другого шанса. Услышав это, Икта отвечает, что это самая сложная битва, в которой он когда-либо участвовал. Через 3 месяца они все собираются на военной базе Академии, где каждому из них назначают взвод. И с этого момента они должны будут работать под их руководством. Икта попадает во взвод номер 1, Тори во взвод Шарпшора, а Икта в легкий взвод. Но как только Икта встречается лицом к лицу с командиром, девушка кажется ему знакомой. Она представляется и напоминает Икте, что она дочь женщины, с которой он флиртовал. Затем она сердито просит Икту не разговаривать с ним, потому что он разрушил ее семью. Через некоторое время Икта и его друзья собираются в кафе Академии, где Икта рассказывает ему об этой забавной встрече, и Ютори заявляет, что у женщины, с которой Икта спал, на самом деле есть дочь, которая теперь является командиром взвода Икты, и из-за злости она не позволит Икте руководить взводом или даже участвовать в его повседневной жизни. Ютори серьезно заявляет, что Икта должен сам решить эту проблему, потому что он безответственный придурок, и никто из них не собирается ему помогать. На следующий день Мэтью взволнованно прибегает к ним и говорит, что скоро начнется тренировочный бой, и Академия уже опубликовала подробности. Проблема в том, что с одной стороны Икат и Тори, а с другой Ютори, Були Сери, Аслак и Суш. И это явно означает, что выпускники-офицеры, такие как Сери Аслак, снова будут их запугивать. Тори расстроен, что из-за него его сумасшедшие братья хотят усложнить жизнь Икте и его друзьям, но Икта просит его перестать быть слабаком, потому что его братья просто хотят отомстить ему. В то время как все будут сражаться, медикам придется лечить раненых из обеих команд. Икта уверенно заявляет, что это всего лишь тренировка, и они уже на шаг впереди других, потому что они сталкивались с реальными опасностями на острове. И он готов превратить эту опасность в возможность для себя. Икта встречает Сурью, девушку, которая не дает ему командовать взводом, потому что все еще злится на него. Икта сразу спрашивает, не злится ли она из-за того, что он переспал с ее матерью, но она отрицает и смущается. Она лжет, что его физическая подготовка ниже стандартов, и что он больше подходит для офисной работы, чем для командования взводом, где нужно много физически трудиться. Икта находит ее причину интересной, улыбается и
и спокойно спрашивает, уверена ли она, что сможет выиграть тренировочный бой. Сай отвечает, что для нее это почти невозможно, потому что остальные более опытные, чем они. Вскоре Икта спрашивает, если он приведет их взвод к победе, значит ли это, что он лучший командир. Или, по крайней мере, это докажет, что он не настолько плох, чтобы его отправили на бумажную работу. От этого Шуя потеряла дар речи, и она согласилась, сказав, что если они выиграют тренировочный бой и Икта сыграет важную роль в победе, то она позволит ему командовать взводом. Но если они проиграют, то Икта займется бумажной работой. Через несколько дней они все отправляются на полигон для тренировочного боя. Икта, самый умный из них, ведет взвод, а хулиган Райан идет сзади со своим взводом. Идет сильный дождь, и им трудно идти по мокрой и скользкой земле, но Икта привык справляться с непредвиденными обстоятельствами. Когда они разбивают лагерь, Шуя неожиданно спрашивает, как Икта нашел место для лагеря без карты, и он с гордостью отвечает, что карта всегда у него в голове. Просто его учитель научил его ориентироваться на местности. Это второй день учения, и, как и было приказано в академии, они разделились на две команды. Одна команда во главе с Икто и Торве идет на юг от реки Ку, а другая во главе с Йори хулиганом Ремианом идет на север. Йори сообщает им, что Икта и его взвод находятся к югу от реки Ку, и им нужно пройти туда, чтобы начать тренировочный бой. С другой стороны, Икта знает, что по плану Гори должен был сообщить хулигану Ремиану о его взводе, и этот идиот наверняка паникует и приказывает своим солдатам идти на юг. Вскоре хулиган Ремиан и его взвод подходят к реке и видят, что взвод Икты занял позиции на другом берегу бурной реки. Этот придурок приказывает своим войскам спуститься вниз по реке и уничтожить отряд Икты, но его брат осторожно спрашивает, не стоит ли сначала проверить воду в реке, чтобы избежать опасности утонуть. Этот придурок высокомерно отвечает, что он уже знает глубину реки, и поскольку идет дождь, уровень воды поднялся. Он смотрит в бинокль и видит, что Икта и его отряд прячутся в лесу, чтобы напасть на них сзади. Он приказывает взять свой взвод и отправить солдата, чтобы заблокировать Икту и его солдат, но Е3 немного сомневается, потому что разделять силы перед боем рискованно. Этот придурок Райан говорит, что между ними уже есть река, и пока они не сделают первый шаг, все будет в порядке. Этори пытается вразумить его, но он высокомерно отмахивается от нее, говоря, что она должна выполнять приказы командира. Услышав это, Йори понимает, что для Икты победить кучку придурков во главе с еще большим придурком Райаном будет детской забавой, и ей просто нужно плыть по течению. На другом берегу реки Икта готов сразиться с взводом этого придурка Райана. Итори берет несколько солдат и становится рядом с отрядом Икты, как ей было приказано, и приказывает своим людям оставаться здесь. Вскоре солдаты начинают уставать, задаваясь вопросом, не обманул ли их взвод Икты иллюзией. Но как только один из них встает, чтобы получше рассмотреть, Тори стреляет в него из пистолета с синей краской, показывая, что они подстрелили солдата. Вскоре Икта приказывает своим войскам атаковать взвод Були Руми. Для Икты и его взвода пересечь реку – это как съесть кусок торта, потому что по его приказу они уже построили подводный мост из-за дерева. Булли Райан ошеломлен внезапной атакой, не ожидая, что его окружат со всех сторон, и не подготовившись к этому. Но вскоре Ятара возвращается из укрытия и защищает свой взвод, ясно давая понять, что она не будет снисходительна к Икте. И увидев это, он приказывает своим войскам вернуться в укрытие, чтобы не попасть под удар Ятори. Вскоре они переправляются на другой берег реки с пленными солдатами из вражеского отряда, и Икта просит симпатичного медика позаботиться о раненых. Когда Тори спрашивает, продолжат ли они сражаться, Икта напоминает ему, что его брат Задира садист и не успокоится, пока последний солдат из их отряда не будет сражаться, чтобы он мог снова напасть на них. Через некоторое время принцесса поздравляет Икту с продуманной стратегией боя, и Икта небрежно просит ее уйти. С другой стороны, Були Руми в ярости. Он ругает Йори за то, что тот чуть не проиграл бой. Его следующий план – устроить засаду на солдат Икты на западной дороге и поймать их, а заодно ударить Икту по лицу. Тем временем Икта прекрасно понимает, что Райан сейчас жаждет мести и спрашивает, как они в итоге выиграют битву. Икта отвечает, что ей не стоит гнаться за врагом, потому что это утомительно, а вот когда за тобой гонятся, это выматывает морально. Но когда ты знаешь, что кто-то гонится за тобой, это весело, потому что война похожа на любовь. Райан отчаянно ждет, когда Икта нападет на них, но прошло уже больше часа, а Икта и его отряд как сквозь землю провалились. Услышав это, Ютари понимает, что они окружены со всех сторон, потому что Икта перекрыл единственный путь к отступлению, которым мог воспользоваться их отряд.
поскольку вся эта информация слишком сложна для такого тупицы, как Райан. Она объясняет, что в какой-то момент им придется воспользоваться северными воротами, чтобы добраться до центральной базы. Но если они закроют выход в конце тренировочного боя, то автоматически проиграют, потому что не смогут вернуться домой. Таким образом, отряд Икты автоматически победит по умолчанию. В панике Райан приказывает своему отряду двигаться к северным границам. С другой стороны, план Икты идет точно так, как он задумал. Теперь он видит, что Ремион и его солдаты приближаются к ним, и, заметив это, он приказывает своим войскам сделать вид, что они собираются стрелять, и атаковать, не заходя слишком далеко, и действовать парами, потому что командная работа приведет их к победе. Тем временем Ремион приказывает своим войскам попытаться оттеснить солдат Икты за границу, потому что если хоть один из них пересечет границу, то они нарушат правила и будут дисквалифицированы. Сави приказывает своим солдатам атаковать, но прежде чем они успевают это сделать, кто-то стреляет в Ромеона из синего бластера. И он понимает, что его победил собственный трусливый брат Торви, который выстрелил в него издалека, как акула-убийца. Икта тут же приказывает своим войскам атаковать, и через некоторое время им удается захватить большую часть солдат вражеской команды, что означает, что команда Икты выиграла тренировочный бой. Вскоре Икта вызывает 4 товарищей из своего взвода и отчитывает их за то, что они бросились в атаку, несмотря на его приказ, и его взводу не нужны герои. Поэтому в качестве наказания и для того, чтобы мыслить научно, они должны придумать способ сражаться втроем против одного, используя научный подход. Поскольку никто, кроме гениального Оса Икты, не знает, что такое научный подход, он говорит им, что это самый эффективный способ мышления, который позволяет человеку лениться. Например, люди изобрели сельское хозяйство, потому что ходить на охоту и не знать, что ты что-то поймаешь, было утомительно. Точно так же люди копали колодца, потому что ходить к реке было утомительно. Таким образом, лень – это двигатель прогресса человечества. Наконец, он заявляет, что солдаты Экты сражаются легко и побеждают легко, поэтому они все должны присоединиться к нему, чтобы жить без забот. Вскоре слава об Экте начинает распространяться, и они понимают, что Икта тоже стал известен в войсках. Вскоре Икта подходит к Торвею и спрашивает, понял ли он, что такое война на истощение, и тот улыбается и отвечает, что понял. Тем временем принцесса в панике бежит на запад, потому что кто-то сказал ей, что Икта тяжело ранен, но когда она добирается туда со своими товарищами, кто-то убивает их одного за другим. Наконец, она сталкивается лицом к лицу с капитаном Айзенха, который обманом заставил ее поверить в то, что Икта ранен. Капитан подносит к ее носу тряпку с наркотиком, и она тут же теряет сознание. Тем временем солдаты обеих команд получают сигнал, что жизнь принцессы в опасности. Они разделяются на группы, чтобы найти принцессу, и Йори быстро ее находит. Она угрожает капитану Айзену, что если он не сдастся, она отрубит ему голову и заставит его это сделать. Услышав их, принцесса тоже приходит в себя, и капитан вежливо отпускает ее. Он объясняет, почему совершил это ужасное преступление, похитив принцессу, говоря, что они все ученики генерал-лейтенанта Хазафрикана, талантливого командира, погибшего во время битвы в Восточном гарнизоне, и теперь они хотят отомстить за его смерть, убив никчемную принцессу. Услышав это, Ютари бросается на капитана, чтобы тот не причинил вреда принцессе, но мускулистый капитан прижимает ее к земле и жестоко душит. А принцесса умоляет его отпустить Ютари. Вскоре Тори стреляет, пуля пролетает мимо капитана, и Тори удается его одолеть. Вскоре она уже расправляется с его товарищами, нанося удары мечом. Вскоре все враги повержены, повсюду кровь, и Тори начинает тошнить от металлического запаха крови на руках. У нее кружится голова, но, как всегда, Икта приходит ей на помощь, шутя, что теперь он не сможет есть помидоры, потому что насмотрелся на столько крови. Он берет Тори за руку и забирает у нее мечи, напоминая ей о том времени, когда они были молоды, и Икта обещал всегда быть ее другом и товарищем. Вскоре она бросает мечи и, уставшая от всего этого кровопролития, кладет голову на плечо Икты. Икта подходит к капитану, который уже на грани смерти, и когда он узнает, зачем похитили принцессу, ему становится жаль его, потому что генерала Рикона любили все. С большим трудом капитан говорит ему, что его военная тактика – это тактика покойного генерала Хазафрикана и его учителя Бада Синкри, и, услышав это, Икта теряет дар речи, потому что он действительно какое-то время учился у мастера Бада. Через некоторое время капитан умирает от полученных ран, а Икта подходит к принцессе, которая вся в крови, чтобы утешить ее. Но она начинает плакать как ребенок и называет Икту придурком. В Академии Тори все еще снятся кошмары о том, как она спасала принцессу от капитана Эйзена. Она продолжает тренироваться, но эти глупые подростки не дают ей покоя, но в глубине души она знает, что никогда не потеряет контроль над собой, пока рядом с ней Икта. Она вспомнила, как впервые встретила Икту, когда они были маленькими и тренировались у Бада Санкры, их наставника. Санкра, отец Икты, рассказывал им о науке, воздушных шарах и многих интересных открытиях. Они также учились у сумасшедшего ученого по имени доктор Анна Рэй,
которая была представителем науки в королевстве. Он рассказывал им о науке, которая пытается объяснить явления с точки зрения теологии и о том, как Бог действует в этом мире. Постепенно Йори и Икта стали ближе друг к другу, и Икта изо всех сил старался научить ее говорить как человек, а не как немая, и общаться с детьми ее возраста. Но это было трудно для Джанни и Тори, потому что она никогда не общались с детьми своего возраста. Икта также брал ее с собой играть, подшучивать над соседями, заставляя их падать в ямы, и ходил на кухню воровать еду. Ветери тоже помогал ему освоить военную тактику и простые приемы механики, и Икта чувствовал, что у него появился новый друг, на которого можно положиться. Однажды Икта привел его к себе домой, где они познакомились с его доброй мамой, которая приготовила им еду. Они играли в шахматы, а потом вместе ужинали с родителями Икты. Они часто ходили на рыбалку, и Икта спрашивал, не хочет ли она стать ученым, как он. Но Ютари пошла по стопам солдата и стала офицером высокого ранга. Однажды она отправилась в поход с семьей Икты, но на них напала стая волков. Ютари спасла Икту, затащив его в бревенчатый дом. Они решили придумать план, как спастись самим и помочь людям, и всю ночь мастерили оружие из подручных материалов. Вскоре они открыли дверь и напали на волков с самодельным оружием, но им, таким юным, было трудно справиться с опасными хищниками, которые были готовы напасть на них в любой момент. Они снова спрятались, но вскоре волки стали нападать еще яростнее. Ютари вышла им навстречу, ранила двух волков ножом и стрелами, а Икта использовал свои научные знания, чтобы победить их. Вскоре два волка ворвались в дом, и им пришлось спрятаться в деревянном ящике, который Икта заранее приготовил. Тогда Ютари пообещала, что спасет его, даже если погибнет, но Икта крикнул, что этого не допустит, и что если они будут действовать сообща, то справятся с чем угодно. Они должны были стать единым целым и вместе решить эту проблему. Икта сказал, что будет ее левой рукой, а она его правой. Они подожгли бревенчатый дом и попытались справиться с оставшимися волками. После жестокой схватки в живых остались только двое. И как раз перед тем, как они успели напасть, из леса выбежал волчонок, и оба волка бросились к нему, оставив их одних. На следующее утро Атари сказала Икте, что никак не может забыть кровь и ужас. Икта ответила, что если так, то она может подумать и решить, хочет ли она быть солдатом и продолжать дело Иксома. Время шло, они выросли, но отца Икты посадили в тюрьму, а Икту и ее мать нигде не могли найти, и Йори осталась одна в королевстве. Но однажды Икта пришла к Тори и сказала, что хочет забрать ее отсюда, где нет будущего, и вскоре они снова были вместе и неразлучны. Сейчас Мэтью играет в шахматы с Харомой, которая хвалит его за игру, и говорит, что однажды он сможет победить Икту и Йори. Но Мэтью не согласен с ней, потому что знает, что Икта и Йори играют на совершенно другом уровне, но тем не менее ты будешь усердно работать и не сдашься. Сказав это, он уходит в комнату с военной информацией, чтобы узнать больше о защите на реке, а Харома желает ему удачи. С другой стороны, Торти тренируется в меткой стрельбе и думает о том, как он смог попасть капитану Эссену прямо в ухо, хотя находился далеко, когда они спасали принцессу. Он понимает, что находиться далеко от цели не всегда плохо, как его братья постоянно твердят ему, потому что, находясь далеко, ему сложнее попасть в цель. Но и врагу сложнее его найти. Он обещает себе, что не будет переживать из-за того, что находится далеко от цели, потому что это помогает ему превратить свою слабость в грозную силу. Тору благодарен Икте, потому что именно он помог ему стать увереннее в себе. Тору знает, что Икта единственный, кто знает его слабости и сильные стороны. На следующее утро Икта лежит под деревом, когда к нему подходит Харома и спрашивает, чем он занят. Он, шутя, флиртует с ней, говоря, что куда бы он ни пошел, он всегда будет оставлять для нее правую сторону кровати. Затем уже серьезно он объясняет, что скоро откроется ящик Анны Рэй, в котором находится сейф его учителя и вся интеллектуальная собственность. Он добавляет, что учился у знаменитого ученого доктора Анри Хана, который сейчас нашел убежище в Кьёконе. И поскольку он один из его учеников, которые вместе работали над исследованиями, они наконец-то смогут открыть этот ящик. Но в обмен на убежище в королевстве Кьёко он должен был передать им свои военные разработки. Однако он оставил ящик для своих учеников. Позже Мэтью сообщает Тору, что скоро им придется отправиться в северный регион, и Тору соглашается, говоря, что им придется остановиться в гарнизоне в Семёне. Но Мэтью не очень хочет туда ехать, потому что считает, что это труднодоступный район у подножия горы Стикс, где повсюду обитают Синакс, племя, которое делает этот регион по-настоящему опасным для солдат. Внезапно Икта набрасывается на них и с усмешкой спрашивает, не смеются ли они над северным регионом, потому что он никому не позволит плохо отзываться об этом регионе. Он объясняет, что снаки хорошие люди,
и он узнал о них, когда вместе с Даранурай был в исследовательской экспедиции в деревне Снаков. Там они изучали погоду и геологические слои в горах, но больше всего ему понравилось знакомиться с невероятными местными жителями, которых называют снаками. Мэтью, но при этом он говорит, что они варвары и в них нет ничего интересного, но, как всегда, Икте нужен повод поговорить о женщинах. Поэтому он отвечает, что девушки там красивые и энергичные, и что у них матриархат, что очень вдохновляет. Сунья, Тори, Харома и принцесса тоже присоединяются к ним, и когда принцесса спрашивает, чем они занимались, Тори отвечает, что лучше им не спрашивать парней, потому что в 9 случаях из 10 это что-то неприличное. Вскоре Икта начинает флиртовать с Харомой, но Йори заставляет его замолчать, сильно ударив в живот, и просит немедленно извиниться, потому что только отвратительный человек может сказать такое женщине. Вскоре они снова становятся серьезными и сообщают, что говорили о поездке в северный регион. Принцесса объясняет, что помимо борьбы с ворами и дикими животными в горах, это очень скучный регион, и что 6-месячная командировка там точно им наскучит. Она спрашивает Ятари, не будет ли ей там скучно. Та отвечает, что это идеальное место для такой серьезной девушки, как она. Более того, она хочет поучаствовать в как можно большем количестве настоящих сражений. Вскоре они садятся в повозки и прибывают в гарнизон северной части императорской армии, где их тепло встречают местные жители. Главнокомандующий северной части вспоминает о восточном регионе, который у них отнял Кокинс. Он говорит, что если бы он мог отправить еще несколько солдат, у мелкого Кокинса не было бы шансов вторгнуться в регион и убить столько людей. Более того, успех их контратаки на Коку зависит от верности и патриотизма солдат. Позже на вечеринке в Ниге, где их встречает хрупкий гарнизонный офицер, Мэтью спрашивает, все ли с ним в порядке, потому что он выглядит так, будто может умереть в любой момент. Вскоре вечеринка становится веселее, а Икта чувствует, что вот-вот заснет. Но вдруг к нему подходит солдат и представляется как первый лейтенант Сепа Саалов из первого полка Северного гарнизона, и он будет их инструктором на некоторое время. Сепа шутливо говорит, что слышал о проблемном ребенке среди рыцарей, и, увидев Икту, одиноко стоящего в дальнем конце комнаты, сразу понял, что это он и есть. Внезапно из толпы выходит странный тип с накачанным телом и зовет Йори дочь Иксома, говоря, что он очень долго ждал этого момента. Толпа расступается, и Йори, которая была в опасности, подходит к нему и спрашивает, что ему от нее нужно. Странный тип бросает ей 2 клинка и предлагает сразиться с ним. Получив разрешение от главнокомандующего, Йори отдает 1 клинок Хароме, говоря, что ей нужно много клинков, когда она сражается с несколькими противниками. Но сейчас, когда у нее только 1 противник, ей хватит и 1 клинка. Разъяренный тип нападает на нее, и Йори уворачивается от его атак. Принцесса присоединяется к Икте, говоря, что нельзя так насмехаться над навыками Йори Игом. Икта серьезно отвечает, что стиль Игом предназначен для насмешек, потому что это традиционный стиль боя с 2 мечами, который является особой привилегией, дарованной императором Игомом как символ их непобедимости, пока они не проигрывают в бою на мечах. Поэтому игомы очень старательно следуют правилам, всегда носят 2 меча на поясе, и они являются символом непобедимости. Вскоре Еритори наносит сильный удар по мечу странного типа, и тот отлетает в другой конец комнаты. Еритори побеждает его. Она признает, что его атаки были сильными как сталь, и для нее большая честь сразиться с ним. Толпа приветствует их, а Икта говорит принцессе, что Еритори – солдат, который готов рискнуть своей жизнью, чтобы сохранить порядок в империи и защитить ее, потому что она член королевской семьи. На следующее утро Сепа провел их к месту, где они должны были стоять на страже и защищать его от врагов. Сепа выглядит как ленивый парень, который на самом деле не заинтересован в войнах, подобных Икте, и он сообщает им, что они искали подкрепление, потому что никто не хотел приходить в этот опасный регион. Он указывает на великий пик Алифакс, или гору, которая, по словам Торвея, является огромной горной вершиной, прозванной Великой Лестницей к Богу. Но ни одному врагу еще не удавалось пересечь гору и проникнуть в северные области, и Сена с этим согласен. Гатри на мгновение задумывается и говорит, что если нет внешних угроз, то это, возможно, означает, что существует множество внутренних опасностей, на которые им следует обратить внимание. Сена согласна с ней в том, что они здесь для того, чтобы следить за племенами змеев, которые являются имперским народом, но не принадлежат к их королевству. У них были небольшие конфликты с ними, но около 2 лет назад снаксы перестали доставлять неприятности. Так что они здесь для того, чтобы продемонстрировать им свою огромную военную мощь и использовать ее для оказания давления с целью сохранения мира с ними. Сепа присматривает за Иктой, но его с ними нет, поэтому Суя передает им сообщение от имени Икты о том, что он нарушил военный устав и добровольно вошел в барак для задержанных. С другой стороны, в казарме военный офицер силой отбирает у девочки книги, в которых она пытается выразить протест. Он собирается ударить ее за то, что она читает книги, написанные предателем доктором Ананаем, но Икус останавливает его. Офицер спрашивает, какого черта тут делает Икта, а тот спокойно отвечает, что он рыцарь-путешественник,
чья задача в жизни избавить всех девушек на свете от слез. Затем он подходит к книжной полке, восхищаясь тем, что благодаря современным технологиям печати можно напечатать так много книг. Но они все равно очень дорогие для обычного человека и могут стоить целое состояние. Офицер забирает книги, чтобы продать их на рынке и заработать кучу денег. Все смотрят на него с осуждением, а офицер замахивается и бьет Икту кулаком. Икта решает ответить ему своим дерзким языком и спрашивает, ненавидит ли он насекомых или нет. Офицер отвечает, что ему все равно, и продолжает идти за Иктой. Икта незаметно ударяет по стене хижины, и на офицера падает ядовитый паук, который ползет по его телу, заставляя офицера бежать. Икта берет книгу и протягивает ее девушке по имени Кана, спрашивая, какая часть книги ей больше всего понравилась. Она отвечает, что это анализ региона Альдера, в котором говорится, что если проанализировать регион Альдера в Империи с точки зрения поклонения духу Снейка, то можно увидеть много странных вещей. Икте отвечает, что никогда не встречал парня, который бы прогуливал военные учения ради того, чтобы приставать к девушкам. Сепа ведет его в темницу, чтобы наказать на 3 дня, но Икте удается сбежать. Но во время побега он видит странную картину в одном из подземелий. В северном гарнизоне странный офицер Дин Кун заставляет Тори сражаться с ним на мечах, как он делал это с Тори Я. Но Тори не хочет, потому что он хорошо владеет только огнестрельным оружием, а мечи не его стихия. Заметив, что ситуация накаляется, принцесса просит Дайкона перестать издеваться над ее рыцарями, и кроме того, что Тори хорош в стрельбе, он не умеет обращаться с мечами. Услышав это, странный офицер театрально падает на колени, чтобы извиниться перед принцессой, и все смотрят на них, еще больше смущая принцессу. Чтобы исправить ситуацию, Торта предлагает Тори и Динкину сыграть в шахматы, чтобы проверить их в интеллектуальном поединке на шахматной доске. Игра начинается, и Тори, будучи гением в шахматах, легко побеждает, и в конце концов Динкин в гневе встает и уходит. Внезапно в комнату входит хрупкий молодой человек и просит воды, и все понимают, что это Икта, который 3 дня голодал, потому что не участвовал в военных учениях. Вскоре Икте дают еду и воду, и он постепенно приходит в себя, возвращаясь к своему обычному дерзкому поведению. Йори предлагает ему немного еды, которую она для него припасла, и все удивляются, насколько Йори заботлива по отношению к Икте. На следующее утро Йори и группа солдат низкого ранга отправляются выполнять свои военные обязанности, но на этот раз их сопровождает майор, с которым они познакомились на вечеринке. Он офицер высокого ранга, который обычно не участвует в миссиях, но он объясняет, что для него было важно присоединиться к этой миссии, потому что строительство базы для солдат за пределами гарнизона ложится тяжелым бременем на местных жителей, и поэтому важно, чтобы они были довольны. И Тори сразу соглашается с ним, потому что она тоже считает, что война существует для поддержания мира, и нельзя разрушать мир ради войны. Вскоре они прибывают в Кану. Офицер низкого ранга узнает, что Экта тайно присоединилась к ним, спрятавшись в багаже в карете. Когда Кана спрашивает, не прятался ли он все это время, чтобы сопровождать их, он обрывает ее на полуслове, говоря, что просто мирно спал в карете. А она начала возмущаться, не спросив его разрешения. Но Канна знает, что он лжет, ведь Икта уже прославился своими выдумками. Он берет Канну за руку и тащит ее в город, говоря, что нужно хорошо провести время, пока они здесь. Вскоре они стучатся в дверь к пожилой женщине, и Икта начинает очаровывать ее, чтобы получить стакан воды и немного сахарного тростника для себя и Канны. Немного отдохнув, они прогуливаются по рынку, и Икта понимает, что местные жители ничего не имеют против солдат, потому что им, похоже, все равно, несмотря на то, что вокруг так много солдат. Канна соглашается с ним и говорит, что этот город – важная военная база, поэтому майор Ток настаивал на том, чтобы они были осторожны в общении с местными жителями. Когда Икар спрашивает о генерале Софите, начальнике, который их встретил, она отвечает, что генерал всегда назначает главным кого-то из своих. Икар понимает, что человек, стоящий во главе, ничего не делает, но, возможно, следит за генералом. Ка говорит ему, что когда дело касается Снакса, приказы всегда отдает генерал Сифода, потому что, вероятно, ему нравится издеваться над этими племенами. Услышав это, Икта вспоминает странное зрелище, которое он видел в одной из темниц. И вспоминает, как видел множество духов, запертых в темной тюрьме, где нет света, а без света духи не могут двигаться или что-то делать. Он упрекнул Сепу за то, что тот отнял духов у тех, с кем они заключили контракт, потому что это противоречит учению Альдерана и определенно является злоупотреблением силой духов. Провидец ответил, что эти приказы были отданы напрямую генералом Сифредой. Итер понимает, что эти духи были отняты у Синтекса, и большинство из них духи огня и ветра, а без этих двух духов Синтекс почти бессилен. И это отчаянная мера, чтобы сломить волю Синтекса. Икта знает, что это главная причина, по которой Синтекс пошел войной на местных жителей, потому что они хотят вернуть своих духов-партнеров, которых у них жестоко отобрали. Вернувшись в настоящее, Ка говорит Икте, что у нее есть вопрос о книге, о которой они говорили раньше. Ей кажется странным, что в Синтаксе не упоминают бога Альдерамана,
потому что ее учили, что 4 великих духа были посланы в мир людей самим Богом. Согласно этой теории, им, возможно, придется пересмотреть свою религию и поучиться у синаков, которые не верят в Бога. И это может быть правдой, потому что духи никогда не признавались, что они посланы высшей силой. Она добавляет, что основные правила региона Альдера требуют соблюдения заповедей, но у религии духов синаков нет таких заповедей. Поэтому, по ее словам, религия существует только для того, чтобы выражать благодарность 4 великим духам. И множество праздников показывают, что религия не имеет ничего общего с заповедями и правилами. Если то, что написано в книге, правда, и религия Альдеры и поклонение духам не связаны между собой, то истинная природа духов не имеет ничего общего с тем, что они посланники бога Альдерана. Внезапно Икта радостно вскрикивает, что Кана разрушила проклятие бога, что является безумной идеей, искажающей правду, игнорируя все, что не приносит пользы богу. Он начинает танцевать и радостно говорит, что пока кто-то не разрушит это проклятие, они никогда не смогут поверить в науку и ее чудеса. С другой стороны, Ютари, майор и несколько солдат останавливаются у ворот собора. Ютари предлагает остаться снаружи, пока майор и солдаты войдут внутрь. Как только они распахивают ворота, они видят мужчину, которого жестоко зарезали. Увидев это, майор приказывает своим солдатам отступить, но прежде чем они успевают это сделать, их окружает толпа людей, готовых напасть на них. Услышав шум, Йори поспешно входит в собор и с удивлением видит, что майора зарезал один из мужчин. Она тут же обнажает меч и начинает убивать, но остальные мужчины убегают. Йори говорит раненому майору, что она догонит врага, и выбегает вслед за остальными солдатами. Через некоторое время Икта и Кана заходят в собор и видят, что там повсюду кровь. Икта осматривается и понимает, что 5 солдат Империи, 1 человек из снаков и несколько жителей мертвы. Икта заходит в особняк и видит кучу одежды с эмблемой паломников из Элдерамана. Икта удивляется, как она оказалась у снаков. С другой стороны, Еритори преследует людей из снаков, но останавливается, когда видит, что их окружили. Затем она замечает молодую девушку в традиционной одежде, которая обвиняет их в краже Хасику. Еритори понимает, что она говорит о духах. Девушка сердито кричит, что жители королевства запретили им торговать в городах и практически ничего не платят за выращенное зерно. Из-за этого они вынуждены воровать. Еритори спрашивает, чего они хотят, и командир отвечает, что сейчас она ничего не хочет, потому что взяла дело в свои руки и вернет все, как было раньше. Они победят имперских солдат, заберут у них духов и вернут мир снаков таким, каким он должен быть, объявив священную войну. Девушка представляется как Нанака Дару, вождь снаков, и объявляет священную войну открытой. В гарнизоне все узнают о священной войне, и рыцари приходят в ярость, потому что Синакс убил майора Тока. Тем временем Икта разговаривает с Тори и просит ее дать ему возможность еще раз все проверить, прежде чем начинать войну. Услышав шум, странный Дакан в гневе стучит кулаками по столу и спрашивает, как рыцари могут радоваться войне против своего народа. Он заявил, что готов пойти на войну, если это армия Кьёкона, но как рыцарь он не может быть орудием убийства. Все удивлены, что энтузиаст спаррингов Декун против войны, и Ютари объясняет, что рыцарь не должен направлять свой клинок на людей, а должен защищать граждан Империи. Икта погружен в свои мысли, а потом говорит, что слово «священная война» отсутствует в словаре Синакса, потому что они не считают войну хорошей или плохой. Они просто воюют, чтобы выжить, единственное, что они считают святым, это 4 великих духа. Икта мрачно говорит, что кто-то из Синакса придумал оправдание для войны. На следующее утро все готовятся к войне против Синакса, а принцесса все еще против войны против своего народа. Поэтому она просит Тори и всех остальных вернуться целыми и невредимыми. Вскоре они понимают, что генерал Сафида никогда не рассказывал Центральному королю о войне и просто отдает приказы по своему усмотрению. Вскоре начинается война, которая будет называться восстанием в Северном Катварне, и она будет больше похожа на битву, чем на что-либо другое. И страницы истории будут залиты кровью ее собственного народа. Война продолжается неделями и месяцами, а Икту и его друзей вызывают на главную базу, чтобы они служили в армии. Старый жестокий генерал Сефида в ярости кричит, что война длится слишком долго, и они теряют много солдат каждый день. Солдат говорит ему, что его взвод не привык к высокогорью, и из-за сложного рельефа солдатам трудно продвигаться вперед, поэтому лучше отступить. В ярости Сефида заявляет, что они сражаются с кучкой горных обезьян, и что сдаваться нельзя. Позже на собрании взвода командир объявляет, что новым рыцарям будут назначены другие позиции, что явно означает, что им придется сражаться на передовой. Тем временем чиновники низшего ранга во главе с Каной прибывают в заброшенный лагерь, где будут защищать границы до самой смерти. Икта приходит к Хароми и приглашает ее на ужин. Они садятся и едят.
Харома сообщает ему, что в больнице для беременных сейчас очень много работы, и к тому же не хватает обычных лекарств и перевязочных материалов. Икта и его команда отвечают за доставку, и он взял отгул, чтобы навестить Харому. Харома говорит, что хочет обратиться в штаб, и Икта поддерживает ее, потому что больница должна быть в тылу или хотя бы в более низком месте. Пока они разговаривают, раздается сигнал тревоги, означающий, что на них напали враги. Икта немедленно приказывает своему взводу Мэтьюса и Торвея взять на себя командование, а Торвея приказывает своему взводу сесть на лошадей и оставаться в боевой готовности. Мэтьюс спрашивает Икту, должны ли они присоединиться к обороняющимся силам и сражаться на передовой. И та отвечает, что там творится настоящий хаос. Если они присоединятся к ним, то попадут под перекрестный огонь. Ита и Торвей приказывают взводам занять свои позиции и не открывать огонь, пока союзники не пройдут, а легкий взвод Икты готовится к атаке. Кавалерийский взвод Ютари остается в тылу. Вскоре к Икте подходит Мэтью и спрашивает, как ему удается сохранять спокойствие, на что Икта рассказывает ему историю о храбром и трусливом генералах, косвенно намекая, что как только он осознает свои страхи, он уже будет достаточно спокоен, чтобы противостоять опасностям. Через некоторое время ксанкицы начинают атаку, а Икта приказывает своему взводу осветить их прожекторами, ослепить врагов и стрелять в них, пока они не побегут. Затем Мэтью приказывает своему взводу атаковать с помощью бобов и ружей. Наконец, Икта просит Йори отправить вперед свою кавалерию, чтобы она возглавила племена. Йори приказывает своим солдатам прорваться сквозь ряды племен и окружить их со всех сторон, убивая и калеча их с особой жестокостью. Через некоторое время Мэтью докладывает Икте, что враг уничтожен и потерь с их стороны нет. Икта спрашивает, легко ли им было убивать столько людей, Сурья сразу же отказывается. С другой стороны, Канада разговаривает с товарищем по лагерю, где они находятся. Она рассказывает ему, что была замужем, но ее муж умер, и семья выгнала ее. Однако это пробудило в ней интерес к чтению книг, особенно написанных Дарном Рэем. Она рассказывает ему об Икте и о том, как они познакомились благодаря книге. Вдруг раздается сигнал тревоги, и быстро поднявшись на крепость, они понимают, что со всех сторон окружены синоксами. Крепость, за которую они отвечали, теперь полностью захвачена. На следующее утро новость о том, что лагерь захвачен синоксами, распространяется со скоростью света, и главнокомандующий мечется как сумасшедший. Он приказывает Икте и Мэтью взять свои взводы и отбить лагерь, но Икта пытается вразумить его. Он просит тупоголового командира позволить взводу Торве тоже пойти с ними, потому что в лагере много синаксов, и если напасть на них с небольшим или равным количеством солдат, то они наверняка проиграют. Он предлагает захватить лагерь за час, если Торве разрешат пойти с ними, и, наконец, командир неохотно соглашается. Теперь Икта, Торве и Мэтью прячутся за огромным валуном, наблюдая за лагерем издалека. Мэтью испуганно заявляет, что захватить лагерь за час невозможно, но Икта уверенно отвечает, что если все пойдет хорошо, они смогут захватить крепость всего за 20 минут. Икта просит Торве привести свой взвод, а Мэтью объясняет, что Торве будет поддерживать их с воздуха, пока они будут наступать. Мэтью в панике кричит, что у воздушного ружья эффективная дальность стрельбы всего 40 метров, и продвигаться с таким планом опасно. Вскоре Синнакс видит приближающийся к ним вражеский отряд и готовится к атаке, но прежде чем они успевают выстрелить из пушек, Тори начинает стрелять по ним издалека. Икта объясняет Мэтью, что Тори может стрелять с такого расстояния, потому что он сделал в стволе ружья небольшие углубления, чтобы пули вращались и летели по прямой линии, что делает их полет более точным в 5 раз. Это новая технология, которую Деан Рэй назвал пневматической винтовкой. Вскоре Тори уничтожает всех вражеских снайперов, и Икта приказывает своему отряду двигаться вперед. Через некоторое время они захватывают вражеский лагерь, и это стало возможным благодаря технологии, спрятанной в ящике Дар Анри, который он дал своим ученикам. Вскоре они собираются вместе, и все удивляются, как Тори удалось сбить 6 пушек 4 пулями. Тори отвечает, что благодаря науке скоро начнется новая эра технологий, и снайперов будут называть стрелками. Вскоре к ним подбегает солдат и сообщает, что первый лейтенант Наджу отсутствует, а лагерь на передовой просит помощи. Они видят раненых солдат, и Икта сразу же просит позвать медика. Он также приказывает своим друзьям никому об этом не рассказывать, потому что теперь он будет отдавать приказы. Они начинают свой путь к лагерю, и через некоторое время Икта просит всех разбить лагерь у подножия горы на 2 дня. Когда они начинают спорить, он отвечает, что это важно. И Тори поддерживает Икту, говоря, что им нужно время, чтобы привыкнуть к высоте, иначе они не смогут подняться выше. Икта заявляет, что они ведут смертельную битву на вершине гор Алифатра, и им нужно соблюдать правила гор. На высоте воздух разрежен, и это вызывает различные заболевания. Доктор Анри называет это горной болезнью, и чтобы защитить товарищей, он не может пренебрегать акклиматизацией.
Икта и Итори идут к лагерю, где находятся Ка и ее товарищи. Когда они добираются туда, то видят жуткую картину, повсюду разбросаны тела. Вскоре Икта видит бездыханное тело Ка. Его глаза наполняются слезами, и он с грустью прощается с ней и возвращается в лагерь вместе с Ютори. 2 дня в горах пролетели незаметно, и пришло время снова подниматься. После тяжелого пути они смогли подняться на 3800 метров горы Алифатра. Они и не подозревали, что встретят генерала Сеппу, который снова командует там. Увидев их, Сеппа понимает, что дела идут плохо, и поэтому Икту и его друзей отправляют ему на помощь. Медик Харома спрашивает Сеппу о текущей ситуации на войне, и он отвечает, что они приближаются к концу войны. В то время как 3 армии направляются к Синаку по отдельному горному маршруту. Когда эти войска избавятся от врага, они снова встретятся на другой стороне горы. Увидев карту, Икта заявляет, что это приведет к принуждению врага к одиночному сражению, и он почти уверен, что это отвратительный план генерала Цефида, но это не так. Уже слишком поздно что-либо менять. Сеппа объявляет, что он объединит всех 5 в один взвод, и назначает Икту командиром взвода, прося его возглавить их. Когда Икта спрашивает о работе, которую им предстоит выполнить, капитан небрежно говорит, что им придется разжечь костры 1 числа. Говоря о кострах, он буквально имел в виду поджог домов Синикса. Для Икты это трудная работа, но он вынужден это делать. Однако он заверяет жителей деревни, что их перевезут в западную деревню. Позже, забирая жителей деревни с собой, Икта жалуется своим друзьям, что он допустил ошибку в определении истинной природы генерала Сеппы. Икта знает, что у генерала есть скрытые мотивы, и именно поэтому он перевозит бедных жителей деревни на запад, чтобы отрезать врагу путь к отступлению. Поставляйте источники, а затем используйте их для переговоров. Но несмотря ни на что, это намного лучше, чем бессистемная стратегия генерала Сефиды. Икта знает, что маршрут, по которому они следуют, разделен более чем на 100 километров, и это явно означает, что они встретят много дезертиров, и что еще хуже, не только они. Расплачиваясь за эти ошибки, Синакс тоже сталкивается с последствиями. В других деревнях всех убивают. Вскоре они добираются до лагеря беженцев, и Икта начинает распределять, где будут жить разные семьи, но вдруг к нему подбегает мальчик и сердито требует вернуть их деревню. Икта пытается его успокоить, говоря, что как только война закончится, он позаботится о том, чтобы все солдаты ушли с их земли. Но мальчик продолжает настаивать, и Икта дает ему пощечину, от которой у него сразу же идет кровь из носа. Но вскоре храбрый парень Дин Кун бьет Икту за то, что тот его ударил. Вскоре он встает перед мальчиком на колени и извиняется за Икту, а потом подходит к Икте. Но, к удивлению, Икта благодарит его за то, что он помог жителям деревни. По дороге Суя спрашивает Икту, почему он не ударил Дайкона в ответ, и тот отвечает, что Дайкон поступает правильно, помогая отчаявшимся жителям деревни. Люди могут добиться только того, что позволяет их положение, и лучше позаботиться о тех, кто оказался между двумя воюющими сторонами. Несколько дней спустя высокомерный Сафида снова выступает с речью. Он объявляет, что война вот-вот закончится в этом месте, возможно, это последнее место для сражения. Завтра они отправятся на битву, поэтому ночью им нужно как следует отдохнуть и набраться сил. На следующее утро отряд отправляется в путь по горной тропе, окруженной глубокими долинами и ущельями. Генерал Сеппа кажется немного взволнованным и обеспокоенным окружающей обстановкой, и Тори понимает, что их могут атаковать с воздуха из-за гор. Суван Икта присоединяется к ним и просит капитана подготовиться к возможной атаке, потому что лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Он предложил установить щиты на стороне отряда, в котором служит кандидат в офицеры. Послушавшись его совета, Сиба просит генерала Сифреду снять его с курса, чтобы они могли выполнить план по обеспечению безопасности, и тот неохотно соглашается. Вскоре Икта хвалит Сенпу за то, что тот легко справился с ситуацией, и все они благодарят его за то, что он отличный командир. Но, как и предсказывал Икта, их снова окружают синаксцы, и они стреляют огненными стрелами со всех сторон. Вскоре солдаты Икты начинают погибать, и он приказывает им поторопиться и приготовиться к атаке, потому что у его людей единственных есть пневматические винтовки. Вскоре группа солдат-снаксов спускается с горы, и один из них бросается на Хараму, но Икта встает между ними и прикрывает ее. Но когда Снакс собирается напасть снова, на помощь приходит Динка. С другой стороны, Йор защищает Сафеду от девушки Снакса. Вскоре они вступают в жестокую схватку, и оба отлично владеют мечом, не уступая ни в чем. Йотари изучает ее приемы и побеждает, но вдруг она смотрит в другую сторону и понимает, что на Дайкона напали. Она оставляет девушку Снакса и бежит к Дайкону, чтобы спасти его, а девушка Снакс убегает. Несмотря на все усилия, Дайкон погибает от полученных ран. Но перед смертью он просит Йори позаботиться о его королевстве и империи, а также спрашивает, сможет ли она сохранить честь рыцаря. Йори говорит, что Дайкон храбро сражался, и он будет вознагражден за это.
С другой стороны, раненая воительница видит, что ее деревня тоже сожжена, и приходит в отчаяние, понимая, что потеряла свою семью. Она бежит к своему дому и видит там мертвых родственников, пока солдаты празднуют победу. В ярости она нападает на них и убивает нескольких, но один из них прижимает ее к земле, собираясь воспользоваться ситуацией. Но прежде чем они успевают что-то сделать, вбегают Икта, Йори и их друзья, и Икта наносит удар одному из солдат. Он приказывает остальным оставаться на месте и просит Йори проверить, как там Нана. Воительница и Йори подтверждают, что с ней все в порядке, и они успели вовремя ее спасти. Суник испепеляет варваров взглядом и заявляет, что ему все равно, герои они или воины, но он не пощадит таких зверей. На следующее утро они анализируют ситуацию в целом. Симба утверждает, что война рано или поздно закончится. Но Икта все еще не уверен в этом и говорит, что прошлой ночью на них напали не только Санакс, но и Какарм, призрачный отряд королевства Кьёка. Когда Мэтью спрашивает, участвовали ли в войне кьёканцы, Икта отвечает, что это было очевидно, потому что их методы были слишком эффективными, включая убийство, партизанскую войну и технику владения мечом. Вскоре Тори понимает, что у врага тоже были воздушные ружья, и никто, кроме республики Кьёка, не мог их обмануть. Пока они разговаривали, перед Сефидой появился человек в белом и представился командиром отряда по проверке Альдеры. Он сказал, что к ним поступили жалобы на то, что Северный регион нарушает законы королевства. Их обвиняют в нарушении 4 великих законов духов, и Икта сразу же призвал духов, которые были заперты в темной темнице. Инспектор сообщил, что они пришли, чтобы разобраться в ситуации, но увидев, что вокруг разбросаны безжизненные тела духов, они уже убедились, что Сефида виновен в своих преступлениях. Испуганный Сефида начал оправдываться, но инспектор попросил его оставить это на потом, когда прибудет официальное лицо, чтобы разобраться в ситуации. Сказав это, инспектор ушел, а Сефида приказал Икте и его друзьям преследовать их. Но вскоре они узнали, что армия Альдера окружила северный регион, и это явно указывало на то, что Китакан манипулировал Синаксом, и теперь Альдера тоже на их стороне. Однако северный гарнизон уже был измотан после долгой битвы, и они не могли позволить себе еще одну. Вскоре новость дошла до Софии, и она начала вести себя как разъяренный слон. Он приказал своим солдатам либо сражаться с врагом, либо отступить, но солдаты были слишком измотаны, чтобы сражаться. Икта предложил отправить отряд поддержки в тыл, чтобы задержать врага. Кроме того, у них было меньше 8 солдат, и если бы они хотели дать отпор, то должны были бы оставить на базе не меньше 6, а 2 использовать для поддержки отступления. И Тори далее объясняет, что прежде чем начинать оборонительную битву, чтобы выиграть время для отступления, нужно провести первую битву, чтобы было время подготовиться. Для этого им придется использовать один батальон численностью около 6000 солдат. Сепа соглашается с Йори и просит Сефеду передать командование, в то время как Икта предполагает, что он заставит Синкакса оказать помощь в этой битве, оставив всех в недоумении. Ночью Йори и Икта навещают Нану, которая связана веревками, и извиняются перед ней. Она яростно обвиняет их в том, что они монстры, которые победили их в битве, и теперь они смотрят на Синакс сверху вниз. Икта говорит, что у него нет намерения извиняться за бесчеловечность самой войны, но он извинится за бессмысленное насилие и резню, вызванные мирными жителями, находящимися под их юрисдикцией. Вскоре Икта берет кинжал и рассказывает историю об охотнике, которому пришлось отрезать себе палец, потому что он случайно выстрелил в дочь торговца. Говоря это, он тоже больно отрезал себе палец, как напоминание и традиционный способ извиниться. И именно эту историю рассказала Нана, он умер 9 лет назад. Оказывается, что Экта и Нана познакомились 9 лет назад, и вскоре Нана тоже узнала Икту. Вскоре Икта попросил Эн оказать ему 3 услуги. Ты хочешь, чтобы мы приняли его извинения за свои проступки, во-вторых, за то, что змей помог им отразить нападение священной армии Альдеры. Нана понимает, что Альдера охотятся и за королевством, и за Снаксом, и намерены уничтожить их обоих во имя спасения духов. Но Альдера были всего лишь пешкой в этой огромной битве, а настоящий враг – Республика Кьякан, которая научила их военной тактике и партизанской войне. Он предупреждает, что если Альдера захватит власть, то они не пощадят Синакс и их традиционные верования. Если Нана поможет ему, то он гарантирует Синаксу и Империи место, когда все это закончится. Когда Нана спрашивает о третьем желании, он отвечает, что Нана разрешает ему называть ее по имени. Вскоре Нана соглашается на его требования и решает помочь ему. Возвращаясь, Итори мимоходом сообщает ему, что палец, который он храбро отрезал, больше не вырастет. Они присоединяются к своим друзьям, и Икта сообщает, что Нана пришлет 800 человек через 2 дня, чтобы помочь им, и они должны быть благодарны капитану Сене
II, который помог беженцам из деревень найти убежище, так что собрать людей не составит труда. Вскоре к ним присоединяется Сенпа и радостно сообщает, что их повысили до лейтенантов 1 и 2 ранга и просит Мэтью взять его взвод в тыл. Мэтью сначала немного колеблется, но Тори говорит, что он стал отличным солдатом, которым все будут гордиться. Она также благодарит Хирому за то, что он с самоотверженностью заботится о раненых, и вместе они станут лучшими офицерами. Поэтому им следует воспользоваться этой возможностью, чтобы учиться и расширять свой кругозор. Мэтью хватает Икту за воротник и заявляет, что не оставит его одного, даже если тот пойдет по дороге смерти и никогда не будет его тормозить. Икта наконец разрешает им остаться и помочь в битве. Через 2 дня они добрались до великого леса Гигл и начали готовиться к битве по плану Икты. У них было всего 3,5 дня, и им по-прежнему не хватает времени и людей, но им не нужно было бы прочесывать лес, чтобы лучше следить за своими врагами-альдераанцами. С другой стороны, генерал альдераанцев узнает об их плане и решает атаковать как можно скорее, чтобы воспользоваться преимуществом лесного укрытия. Вскоре Икта получает известие, что враг начал сжигать их леса, чтобы избавиться от укрытия. На юге королевства принцессе Чемиль снится кошмар о Ите, и она просыпается, думая о том, как там Ита и ее друзья. Вскоре ей сообщают, что священная армия Альдеры напала на горы. В лагере Ита готовится к битве, потому что сжигание леса не дает им большого преимущества, поэтому война – это реальность. И Тори соглашается, что если они будут ждать, не давая огню погаснуть, враг найдет другой способ напасть на них. Икта просит Нану объяснить подробности. Она отвечает, что гора Алифатра находится в регионе Синакс, а за ней лес Гигл, но между ними есть небольшая горная тропа, по которой могут пройти только несколько человек одновременно, но если они будут осторожны. Поэтому они должны убедиться, что альдераанцы сосредоточатся на них, чтобы они не пошли по этой тропе, так что лучше сражаться, чем ждать, пока тебя убьют. Икта знает, что враг не пойдет другой дорогой, чтобы напасть на них, поэтому он надеется, что ему удастся задержать их хотя бы на 8 дней, чтобы выиграть время и подготовить своих людей. С другой стороны, генералу Святой Армии сообщили, что пожары стихают. Стратег по имени Жан, который присоединился к Святой Армии, заявил, что ситуация изменилась, и враг хочет, чтобы они пошли тем же путем. Когда солнце садится, генерал Сенпа с тревогой наблюдает за отрядами призраков из Святой Армии. Икта приходит к нему и просит успокоиться, потому что цель этих отрядов – играть на страхе врага и использовать это в своих интересах. Сказав это, он возвращается на базу. Нана, Мэтью, Йори и все остальные следят за врагом, готовые атаковать, если он нападет, как приказал Ита. Ита знает, что выиграть войну с 600 солдатами и 120 синаксами будет почти невозможно, но ему удается сохранять спокойствие. Вскоре Сенпа объявляет, что они не могут позволить врагу атаковать первыми, поэтому он приказывает стрелять по ним световыми лучами, а затем просит свой взвод открыть огонь. Святая армия ошеломлена внезапной атакой, и многие из них погибают. Но враг превосходит их числом, и у них гораздо больше солдат, чем у взвода Ики. Икта замечает, что враг достаточно умен, чтобы разместить пушки на близком расстоянии, и Йори отчаянно просит капитана позволить им сражаться в ближнем бою с врагом, потому что они, вероятно, пошлют вторую волну, чтобы атаковать их. Тори, Нана и Сумия начинают сражаться с врагом, но на Нану нападает отряд с пневматическим оружием, и Экта просит Тори защищать их обоих с помощью их же оружия. С другой стороны, увидев засаду с пневматическим оружием, он понимает, что у Экты и его отряда есть такое же оружие. А значит, у Дарина Рея, который научил Киакинов делать пневматические винтовки, здесь тоже были ученики. Вскоре Акаткин сообщает Джину, что они атаковали врага и сейчас заняты ранеными, поэтому не смогут подойти к пушкам. Вскоре Икта видит, что священная армия послала еще один отряд солдат, и им грозит опасность, потому что раненые солдаты Икты все еще там. Вскоре Икта вспоминает обещание Иори быть его правой рукой и тут же объявляет, что они больше не будут сражаться в тылу, а встретятся с врагом лицом к лицу. Он идет защищать солдат Синакса, а Иори прикрывает его от возможных атак. Икта ведет свой отряд на правый фланг, а Иори на левый, и вскоре они выстраиваются в цепь. Они поспешно собирают своих раненых солдат и отступают. Они поджигают баррикаду, удерживая врага за воротами и не давая ему подобраться к ним. С другой стороны, генерал священной армии расстроен, потому что они не смогли атаковать так, как планировали. Их стратег Джин уверяет его, что они не смогли атаковать, но это не значит, что они проиграли, им просто нужен еще один шанс победить. Тем временем Харома заботится о раненых, но 2 из них умирают во время лечения. Это приводит Сурью в ярость, и она бежит к Икте и Нанё, обвиняя его в том, что из-за него погибло столько людей. Они потеряли 11 солдат, и он винит Икту в том, что тот приказал взводу защищать Синакс из-за этой глупой женщины Наны. Сурья напоминает ему о погибшем
сержанте Синди, который уважал его и хотел быть похожим на него. Капрал Миника была первой в ее подчинении, но они погибли из-за этой чертовой Синакс. Входит Йорба и просит Сурию не винить Икту ни в чем, потому что именно из-за нее он решил спасти Синакс. Икта знал, что Йори спасет Синакс, несмотря ни на что, поэтому он просто сделал все возможное, чтобы прикрыть ее. Таким образом, решение помочь Синакс было ее решением, и она возьмет на себя ответственность за это. Она говорит Сурьё, что Синакс теперь их союзники, потому что в армии нужно выполнять приказы, не обращая внимания на личные чувства, и каждый солдат должен уметь подчиняться приказам. Когда Сурья спрашивает, убьет ли она Икту, если прикажут, она отвечает, что Игм всегда выполняет приказы. Услышав это, Сурья в отчаянии плачет и убегает. Икта спрашивает Ятари, убьет ли она его, если прикажут, и она отвечает, что сначала сделает все, чтобы убить себя, и разорвет свою душу на части. Сотрет ее в порошок и бросит в огонь, чтобы никогда больше не вернуться к жизни. После того, как все будет сделано, оставшийся Икс убьет его. Икар отвечает, что до тех пор, пока два клинка не перережут ему горло, он будет думать о том, как потерял ее. Позже выясняется, что армия Альдеры все еще сильна, в ней 10 солдат, и война становится еще более ожесточенной. Принцесса Чумил в гневе врывается в комнату, где прохлаждаются Сефеда и его люди, и грубо спрашивает, как им удалось сбежать, пока Ида и ее солдаты все еще сражаются. Она приказывает ему явиться в военный трибунал после окончания войны, чтобы его могли допросить. С другой стороны, Икта заявляет, что теперь они будут ждать, пока враг нападет первым, а до тех пор будут ждать и наблюдать со стороны. Тем временем Нана приходит к Суе, извиняется за то, что из-за нее погибли два выдающихся солдата, и просит ее отрубить ей руки в качестве извинения. Но Суя отказывается, говоря, что не хочет никому причинять вред, особенно Синаксу, который был из ее королевства. Вскоре Икта получает сообщение, что враг движется, и еще одно подразделение отделилось для обхода справа. На этот раз они на лошадях, а значит могут передвигаться намного быстрее, чем пехота. Икта просит Семпу отправить отряд, чтобы перехватить их, и сам вызывается пойти с Торвеем, но Сиас говорит, что пойдет сам, потому что знает, что битва ему не по силам. И если он останется здесь, то, возможно, не сможет принимать правильные решения. Сепа просит Икту и Йотари взять командование на себя. Икта соглашается со своим планом, но предлагает, чтобы Торвей сопровождал Семпу. Сью, Мэтью и Харома замечают вспышку Киокана. На этой вспышке изображен Джин, стратег армии Киокана, наблюдающий за отрядом Икты. Это против населения. Иктер восклицает и говорит, что не ожидал, что киоканцы опустятся так низко и пришлют беспилотник. Иктер идет к своему взводу и просит их не тратить силы на беспокойство из-за этой дурацкой воздушной машины и перестать постоянно смотреть в небо. Потому что им нужно смотреть в будущее и стремиться к победе. Они замечают, что пожары потушены, и враг может прорваться через выжженные участки. Иктер просит их перейти к мобильной обороне, чтобы отразить атаку врага. Для этого им нужно работать с наукой. И, как обычно, он начинает читать им лекцию о том, как важно лениться в течение следующих 7 дней войны и работать только тогда, когда это необходимо. Через 7 дней, когда война закончится, они вернутся на юг, чтобы отступить. Вскоре взвод Мэтью начинает действовать по приказу Иктора, помня о стратегии, и время от времени сталкивается с врагом лицом к лицу. Иктер, в свою очередь, следит за происходящим и просит взвод Мэтью отдохнуть 4 часа, пока его сменит Ятори. С другой стороны, Тори берет на себя ответственность за уничтожение людей Какара, когда они собираются напасть на них. Благодаря совету Иктора, она уже знала, что люди Какара нападут с тыла замка. Тем временем Иктор узнает о храбрости Тори и просит своих людей использовать световые сигналы, чтобы сообщить ему, что они справились. Вскоре Тори докладывает, что она вместе со своими солдатами устроила пожар в лесу, и они садятся перекусить, как в старые времена. Виктория спрашивает, удалось ли Тори убить командира Калиармов, который убил Дайкона. Икта отвечает, что в отчете Тори говорится, что им удалось убить всех, но, возможно, кто-то из них выжил. Позже Икта обещает Тори, что всегда будет рядом, когда ей понадобится, и что ей нужно немного отдохнуть и перестать волноваться. На следующий день Икта получает сообщение, что враг может быть в восточных регионах, где была замечена вспышка, и есть вероятность, что туда направляются 6 повозок с чем-то большим. Он просит солдат немедленно выяснить, что это. Однако вскоре пушки начинают стрелять по лагерю, убивая и раня многих. И Икти сообщает всем, что это взрывные пушки. Новое оружие, которое есть у военных Кьёкана, использующее сжатую солнечную энергию для выстрела. На рассвете Икта понимает, что враг давно тренировался с этими пушками и теперь перехитрил их. Имперская армия отчаянно пытается построить баррикаду, но ее разрушает умный генерал, которого также называют неутомимым сияющим офицером, и теперь он приближается к имперской армии. Икта начинает винить себя в том, что он, как командир, не смог полностью оценить ситуацию. Но он не может сдаться и продолжать оправдываться. Он попросил Мэтью взять на себя командование и продолжить мобильную оборону. Если они продержатся еще 2 дня, то смогут безопасно отступить.
Он просит Карому оставить командование на своего заместителя и собрать войска. Нана вмешивается и говорит, что пойдет с Иктой, чтобы защитить его. Вскоре Икта покидает лагерь, игриво приглашая Ятора поучаствовать в битве, и тот с радостью соглашается. По пути Ятор продолжает давать им важную информацию, но Икте этого недостаточно, чтобы разработать надежный план победы над врагом. Но после мозгового штурма у него появляется блестящая идея. Тем временем Джин со своими людьми приближается к ним верхом на лошадях, и они останавливаются на некотором расстоянии, чтобы оценить обстановку. Джин чувствует запах масла в воздухе, но все равно приказывает своим солдатам медленно продвигаться к врагу, избегая возможных опасностей. Его солдаты сделали, как им было сказано, но даже в страшном сне они не могли представить, что Икта с солдатами спрятался под землей. Воспользовавшись ситуацией, Икта начинает жестокую атаку на солдат Джина, заставая их врасплох и убивая многих. Джин в ярости, потому что он никак не ожидал такого поворота событий и уже предвкушал победу. Вскоре он замечает белый с красным флаг, означающий, что имперская армия готова к переговорам. Джин понимает, что это определенно означает, что имперская армия не собирается сдаваться. Икта заранее все спланировал, он знал, что Джин жадный человек, который хочет взять под контроль все поле боя, а такие люди, как он, ненавидят, когда на поле боя царит хаос. Вскоре Джин приказывает всем своим людям прекратить сражение. Ятари идет к Джейн и говорит ему подождать, пока их командир придет на переговоры. Джин с удивлением узнает, что за этой удивительной стратегией стоит не Ятари, а Икта. Джин высокомерно требует, чтобы Икта сдался, предупреждая, что они все равно не выиграют эту битву, но Икта отказывается это учитывать. Джин давит на него, говоря, что если Икта будет упрямиться, то это приведет к еще большему количеству бессмысленных смертей, потому что в битве на истощение они все равно победят. Икта заявляет, что готов начать битву снова, но на этот раз у них есть свои условия. Они отступят к лесу и подготовятся к отступлению через 2 дня, но Чин утверждает, что не может отступить, потому что он здесь, чтобы принести победу священной армии Альдеры. Он угрожает Икте, что если битва начнется снова, то они все, скорее всего, погибнут, потому что их меньше. Икта спокойно отвечает, что Джин все неправильно понял и направляет свой луч ему в сердце, заявляя, что ему просто нужно подать сигнал великому снайперу Товерамиану. У Вуда есть пневматическая винтовка, чтобы застрелить Джина, и Джин не должен думать о побеге, потому что это будет сигналом для Тови, чтобы застрелить его. Джин утверждает, что они нарушают военные правила, которые гласят, что никто не может быть атакован во время переговоров. Икта отвечает, что это возможно только в том случае, если обе стороны добровольно готовы к переговорам, а Джин просто не готов отступить. И если он не отступит, то Икта опустит свой флаг переговоров и убьет его, и он готов сделать это немедленно, в зависимости от того, что решит Джин. Икта утверждает, что Джин сделает все, что угодно, лишь бы не погибнуть, и несмотря на то, что они встретились впервые, кажется, что последние 6 дней он играл с ним в шахматы. Если Джин не примет их условия, они применят силу и застрелят его на месте. Через некоторое время Джин соглашается на их условия, и Икта благодарит его за правильное решение. Затем имперская армия начинает отступать, но Джин останавливает Икту и спрашивает, почему он так защищает свое королевство. Икта отвечает, что он никогда не хотел защищать свою страну, он всегда хотел защищать свой народ. Он сожалеет, что однажды, когда Джин станет бесполезен, королевство Кекан отвернется от него, и он будет работать на не тех людей, которые не ценят его. Затем он дает совет, который однажды услышал от недремлющей ночи. Все герои умирают от переутомления и уходят. Вскоре они возвращаются в столицу, где их встречает принцесса и объявляет, что наградит их за храбрость. Через несколько дней на военном трибунале генерала Сафиду признают виновным в развязывании войны, которая привела к гибели людей и потере имущества, и лишают всех воинских званий. Его приговаривают к казни. Через несколько дней принцесса вызывает Икту в замок и просит его высказать свое мнение о текущем положении дел в империи. Икта отвечает, что дела идут плохо, потому что политика коррумпирована, а император не более чем марионетка, не способная выполнять свои обязанности правителя. Затем принцесса просит Икту о необычном одолжении возглавить армию и проиграть войну, чтобы королевство очистилось и вернуло свою культуру, экономику и традиции. И вместе они будут сражаться до последнего. Когда наступает ночь, Икта, как обычно, приходит к Йори и рассказывает ей о планах принцессы. Но он говорит, что не будет следовать ее словам, потому что проиграть войну значит вступить в конфликт с Йори Иксумом, защитником королевства. Для него страна никогда не была на первом месте, и после родителей он хочет защищать только Йори.